Я вас приветствую, дорогие мои друзья и гости моего канала. Сегодня на мастер-классе я хочу поделиться с вами вот этим огромным проектом с целой семьей скандинавских гномов. Хочу сказать, что создавался этот проект очень долго. Я над этим долго работала, это большая работа, есть в ней нюансы и секреты. Особенно секрет в шапочке гномика. Хочу сказать, что это шапочка с memory эффектом, то есть эффектом памяти. Поэтому всем, кому интересно узнать, что же тут за секрет такой в технологии изготовления этой шапочки, добро пожаловать на мой мастер-класс. Присоединяйтесь. Итак, друзья, вам понадобится выкройка. Так как мастер-класс мой называется «Семья скандинавских гномов», соответственно, у нас будет 4 размера гномов. Папа, мама, мальчик и девочка. 4 размера гнома вы можете найти. Это набор выкроек. Внизу под видео будет вся информация о том, как его приобрести. Сегодня мы с вами сошьем 2 гномика, мальчика и девочку. Так как эти гномы очень большие, мне будет их сложно продемонстрировать на камеру. Но принцип пошива аналогичный, поэтому мы шьем девочку и шьем мальчика. И вы их распечатываете, вырезаете. Тут все продумано. Вам нужно просто вырезать все детали. После того, как вы вырезали все детали, нам необходимо некоторые детали склеить. Как мы это будем делать? Здесь все понятно, ничего сложного нет. Есть вот такие цифры, и вы должны их просто совместить по линии и склеить любым клеем или скотчем. Это у нас получается выкройка подкладки. Также мы соединяем пятерки и шестерки, получаем полную выкройку шапки. Соответственно, тело мы аналогичным способом совмещаем. И эти детали уже у нас просто самодостаточные. Обязательно проделываем все операции и приступим к раскрою нашего гномика. Итак, друзья, теперь хочу рассказать о том, какие я ткани использовала для гнома. Для тела гнома я использовала вот такой вельвет серого цвета. Он слегка тянется, как вы видите. В длину он совершенно не тянется, в ширину он тянется совершенно немножко. Это у нас тело гнома. Для шапочки я нашла вот такую очень необычную трикотажную ткань. Как вы видите, вот такую поверхность она имеет с лицевой стороны, с изнаночной. Вот такое трикотажное полотно. Это для шапочки. Для бороды я буду использовать вот такой мех. Показываю, чтобы вы видели. Длина ворса у него достаточно длинная. Это будет у нас борода и косички, вернее хвостики у девочки. Для носика я буду использовать бежевый микрофлис. Это носик и подкладка. Это у меня самый обыкновенный хлопковый материал. Обычный хлопок любого цвета. У меня вот нашелся такой кусочек. А также нам нужна паутинка клеевая. Это клеевая паутинка для шапочки. Также нам понадобится вот таких 5 синельных проволочек. Для декора я буду использовать вот такой интересный материал. Это плащевка. Она тоже слегка тянется. Слегка тянется. Это плащевка. Если у вас такой ткани не найдется, я предлагаю ее заменить совершенно обычной тканью для купальников театральных. Это бифлекс. И с нее будет замечательно получаться наши декоративные элементы. Вот смотрите, как он хорошо выглядит. Это в процессе у меня украшения. И поэтому, в принципе, он вполне может заменить вот такую блестящую плащевку. Это как альтернативный вариант. А также нам понадобятся полубусины серебряного цвета. Вот такие шарики, как большие-большие бусинки для декора, и цветочки. Как вы видите,
Вот такой. Вот здесь я использовала листики, но это я хочу сделать только на больших гномиках. Это по желанию. Любые зеленые листики вы можете покрасить акриловой серебряной краской или же краской из баллончика. На маленьких я делать эти листики не буду. Конечно же, нам понадобится джинсовая нитка. И для ручек я буду использовать вот такую проволочку. Это алюминиевая проволочка в оплетке. Она хорошо держит форму, мягкая и очень удобная для ручек. Ну и, конечно же, нам понадобится мягкий холофайбер или синтепон. Это то, что у вас есть для наполнения гномиков. Итак, друзья, переносим выкройку на ткань при помощи мела или специального стержня для ткани, который исчезает при термообработке. Переносим выкройку и вырезаем. Итак, друзья, мы вырезали выкройку точно по контуру. Ручки, обратите внимание, я вырезала на вот таком прямоугольнике. Именно так мы вырезаем ручки. Обязательно обратите внимание. А аналогично переносим выкройку девочки на ткань, после чего мы будем это все сшивать. Теперь нам необходимо прошить машинной строчкой по контуру тела. В начале и конце мы делаем закрепки. По ручкам мы прошиваем по окружности, не забываем оставить отверстие для выворачивания. Только после этого мы будем вырезать руки. Теперь нам необходимо вырезать детали рук. Теперь нам необходимо подготовить донышко из картона. Обводим его по контуру и вырезаем для девочки и для мальчика. Теперь на двойную нитку джинсовую нам нужно по периметру проложить наметочные стежки для того, чтобы стянуть донышко и зафиксировать внутри картон. Обязательно делаем здесь закрепку. Сборочку распределяем равномерно, и вот такое донышко у нас должно получиться. Итак, после того, как мы вывернули заготовки, нам нужно сейчас наполнить синтепоном или холофайбером. На джинсовую двойную нитку мы делаем сборку под низу туловища. Первую мы сделаем закрепку. И мелкими стежочками мы проходим по окружности. Итак, друзья, мы стянули тело, оставили небольшое отверстие. Отверстие составляет сантиметра 2,5. Так, для ориентира. Теперь нам нужно еще вот эту часть обязательно дополнить наполнителем, потому что она должна быть достаточно плотная. Поэтому нам нужно оставить отверстие такое, которое будет для вас удобно, и в то же время оно не должно быть большим. Мы должны сформировать вот такое донышко. Как вы видите, оно такое практически плоское. После чего мы должны будем пришить. Давайте еще я вам такую скажу контрольную мерку. Это мы его взвесим, чтобы понять, сколько грамм весит гномик. У меня 127 грамм, но это 130 грамм где-то ориентир у нас наполнителя нужно на самого маленького гномика, на девочку. Она у нас будет самая маленькая, 130 грамм. Это контрольная мерка. Итак, второй гномик у нас будет весить
170 грамм. 170 грамм для ориентира, чтобы вы могли понять, сколько вам необходимо наполнителя. Итак, при помощи термоклея мы сейчас нанесем его вот в эту зону. Теперь мы прошьем вот здесь потайными стежками. Итак, мы берем иголку с джинсовой ниткой в одно сложение и начинаем соединять донышко с телом. Для этого мы сначала закрепляем нитку, после чего мы будем соединять. Внимательно смотрим, как я это буду делать. Теперь в руки мы вставим проволочку. Сначала один кончик мы подвернем. Вот в такую петелечку. Второй хвостик прячем вот таким образом. Итак, заготовочки у нас готовы. Откладываем их в сторону. Итак, друзья, теперь мы берем ткань для шапки, складываем ее пополам, лицевой стороной вовнутрь. Долевая нить у нас проходит вдоль сгиба ткани, и из нее мы должны вырезать шапку. Укладываем выкройку, совмещаем сгибы, и обтачку мы тоже совмещаем сгибы, обводим мелом и вырезаем. Итак, теперь нам нужно вырезать ткань для рукавичек. Для этого нам необходимо взять кусочек флизелина 14 на 8 сантиметров, вернее 2 кусочка флизелина, приложить к ткани и вырезать точно таких 2 кусочка. После этого нам необходимо эти 2 кусочка укрепить флизелином при помощи утюга. Итак, мы переносим выкройку на ткань. И машинной строчкой мы проходим от начала варежки по контуру. И вот здесь, обращаю ваше внимание, мы проходим до точки поворота, поворачиваем, делаем один стежок и опускаемся дальше, проходим по окружности, делаем закрепки. Вот здесь нужно обязательно сделать стежок в сторону. Обязательно не забудьте этот момент, так как потом нам здесь нужно будет сделать рассечку. Вот так выглядит строчка в этом месте, обратите внимание. Ну а теперь мы будем вырезать. Ну а теперь делаем рассечки. А теперь мы оденем варежки. Ну, а теперь нам нужно наполнить синтепоном или холофабером вот этот маленький пальчик.
Смотрите, какая прелесть получается. Теперь мы варежки должны зафиксировать на ручках. Можно их прошить декоративно или потайными стежочками, или приклеить. Воспользуюсь я вот таким клеем для страз. Я его очень люблю, о нем всегда говорю в своих видео. После высыхания он становится прозрачным. У него удобный носик. Я вот так носиком провожу и полосочку клея оставляю внутри. После этого оно все высыхает и очень хорошо держится. Нужна подкладочная ткань. Это у меня самый обычный хлопок. Просто вот такой вот принт у него нарисован. Совершенно любая ткань, желательно хлопковая. Из нее мы вырежем подкладку. У вас есть эта выкройка. Я уже вырезала. Мы согнули ткань пополам. Приложили на сгиб. Давайте вот так, чтобы вам было видно. Сгиб мы совместили со сгибом и вырезали по контуру. Таких деталей нам нужно 2 штуки. 2 штуки. Теперь нам необходимо вырезать из паутинки одну точно такую деталь, только слегка меньше, нежели основная деталь. Итак, друзья, нам нужна вот такая бумага в помощь. Где я ее взяла? Эта бумажка, я ее взяла от самоклеющейся обложки для книг. Вот у меня еще есть новая обложка. Естественно, я обложку снимаю, обклеиваю тетрадку или книжку, учебники. А вот эту бумажечку я оставляю себе, так как она мне очень-очень нужна в некоторых моментах моего творчества. Итак, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем делать самую настоящую магию. Мы будем делать самоклеющуюся ткань. Теперь, после того, как мы вырезали подкладку из хлопка, а также мы вырезали паутинку такого же размера, но немножечко меньше, мы укладываем это на поверхности гладильной доски аккуратно, чтобы не вылезла никакая часть клея за пределы нашего треугольника. После чего мы берем вот эту волшебную бумажку, укладываем клеточкой к себе вверх. И горячим утюгом мы сейчас будем прогревать поверхность треугольника. Нам нужно это сделать хорошо, для того, чтобы прогрелось у нас там все внутри, и клей растворился и впитался в ткань. Это очень интересная техника. Пожалуйста, берите себе на вооружение. Возможно, ее можно использовать не только в этом, но и в аппликациях, и во многом других во многих других вещах. Ну, в аппликациях это очень удобная вещь. Может быть, вы где-то это видели, а может быть и нет. Ну, вот такую технику я в свое время мне пришлось придумать. Так, мы прогрели утюгом без пара. Немножечко даем остыть. И потихонечку мы отрываем нашу клеточку. Вот здесь мы еще не проклеили. Мы еще раз кладем и доделываем верхушку треугольника. Прогреваем клей. После чего снимаем. Клей у нас приклеился к ткани. Ну и теперь мы продолжаем делать наши чудеса. Так как волшебная шапка гнома, она у нас действительно очень-очень крутая. На самом деле настоящее волшебство. Итак, теперь необходимо нам взять вот такую проволочку и как бы поверхность треугольничка
мы как бы проармируем вот этой проволокой. Вот таким образом нам нужно будет ее распределить на этой поверхности. Конечно же, сначала мы начинаем с центральной полосочки. Обязательно нам нужно соблюдать расстояние от края, так как у нас здесь будет шов. Центральную мы укладываем. Там, где у нас будут швы, убираем лишнее. Положили. Следующую мы укладываем вдоль среза. Тоже немножечко укорачиваем. У каждого свои размеры. У каждой шапочки свой размер. Поэтому вы будете, кто приобретет выкройки всех гномов, на больших гномах там очень большие шапки. Поэтому, возможно, вам нужно будет эти проволочки распределить равномерно, для того, чтобы вся поверхность у нас была проармирована. Теперь вот здесь. Не забываем о швах, которые у нас будут после того, как мы это все приклеим. Итак, друзья, вот такая у нас картинка получается. Смотрите. Сейчас мы возьмем булавочки и вторую часть хлопковой ткани. Аккуратненько укладываем сверху, совмещаем кончики. Обязательно булавкой вот так фиксируем. Фиксируем булавкой посерединке и внизу. Конечно, я еще открываю и проверяю, ничего ли не сдвинулось. У нас должно быть все так, как мы разложили. Вот видите, поехала. Значит, мы будем поправлять. Здесь ювелирная должна быть работа. И после того, как мы это все поправили, мы накрываем, фиксируем. И после этого мы сейчас будем при помощи утюга приклеивать. Ставим в центр. Я включаю пар. В одну сторону. И в другую сторону. Получается у нас вот такая склеенная деталь. Конечно, она получается жесткая, как корсет. И в то же время она у нас будет в шапке держать любую форму, которую мы зададим. Вот такая вот интересная идея. Берите на вооружение. Я надеюсь, что многим понравится и многие оценят этот интересный момент. Итак, друзья, теперь нам нужно к подкладке пришить обтачку ровным срезом. Мы соединяем с низом треугольника. Конечно же, обязательно не перепутайте, отметьте себе, вот я сделала такую засечку, что это низ треугольника, потому что можно перепутать будет случайно. Обязательно отфиксируйте себе это. И пришиваем машинной строчкой на ширину машинной лапки. После того, как мы пришьем обтачку, мы обязательно отутюживаем и должны проверить на симметричность. У нас может быть погрешность вот такая. Это допустимо. Все зависит от ткани. Они могут растягиваться, могут садиться при температуре большой, например, подкладка. Теперь мы должны проверить соответствие выкройки
уже сшитой детали, мы берем выкройку шапки, именно шапки, прикладываем и смотрим. Вот этот лишний хвостик мы подрежем. Теперь у нас есть две детали. Деталь шапки, мы ее сшиваем, и деталь подкладки. Мы ее точно так же сшиваем на швейной машинке на ширину лапки. Итак, мы сшили детали. Теперь мы отмечаем центр, делаем вот такую отсечку ножничками, после чего мы идем на утюг и разутюживаем шов. После того, как мы разутюжим шов, мы срежем вот эти края. То, что нам тут лишнее, мы все обрезаем. Вот такая должна быть аккуратная работа. Также мы делаем с другой шапочкой. И после того, как мы все это сделали, нам теперь нужно очень внимательно посмотреть то, что я показываю. Мы укладываем швами к себе, соединяем вот так шов, соответственно соединяем с лицевой стороны вот эти центры, которые мы отметили. Все метки мы спереди и сзади совмещаем. Ну и перед тем, как шить на машинке, мы прячем хвостик вовнутрь. Теперь нам будет очень удобно проложить машинную строчку. Не забываем про отверстие, которое нам необходимо оставить вот в этом месте. Итак, мы сшили. Теперь мы должны правильно вывернуть. Обязательно смотрите внимательно видео. Что мы делаем первое? Первое, мы выворачиваем мягкий хвостик. То есть мы выворачиваем сначала саму шапку, сразу же выворачиваем хорошо хвостик при помощи пинцета или каких-нибудь других приспособлений. Вытягиваем. Вытянули. После чего вот в это отверстие, которое у нас тут образовывается, мы должны вставить наш хвостик прямо в сам конец шапки. Это, кстати, очень важный момент, потому что сложно вывернуть нашу уже армированную подкладку. И только вот таким способом, аккуратненько, мы это можем сделать. Кому непонятно, просмотрите еще раз это видео внимательно и сделайте правильное вот это выворачивание. После чего, смотрите, как оно у нас все красиво село. Мы должны зашить потайным швом дырочку, или ее можно проклеить паутинкой или клеем. Шапочка одна готова. Сейчас я выверну и вторую тоже. Итак, друзья, волшебные шапочки мы уже пошили, с чем я вас поздравляю. Это самое сложное в этом мастер-классе. Прежде чем ее померить, нам нужно ее открыть и вовнутрь положить буквально грамму, совершенно чуть-чуть наполнителя. Вот буквально вот столько в маленькую шапочку. Распределите его до самого края, чтобы заполнить пустоту. И как вы видите, как она сразу же, если ее сгибать, она приобретает ту форму, которую мы ей хотим задать. Нам этот наполнитель необходим для заполнения просто слегка для заполнения вот этой пустоты. Буквально вот эту часть
небольшую мы заполняем наполнителем. То же самое мы берем вот такой шарик наполнителя и делаем со второй шапочкой. В самый край продвигаем. И еще чуть-чуть, так как эта шапочка немножко больше. Все, вот так внутри она глубоко, где-то там есть наполнитель. Нам он нужен для заполнения пустоты. Все, шапочки готовы к примерке. И теперь мы продолжаем с вами мастер-класс. Итак, друзья, теперь нам необходимо вырезать носики. Я буду использовать микрофлис телесного цвета. Вырезаем 2 носика. И сейчас мы по окружности иголочкой с ниточкой пройдемся мелкими стежочками. Мы стянули нос, сделали закрепку, оставили небольшое отверстие. Наполняем нос наполнителем. Я буду наполнять холофабером, вы наполняйте тем, что у вас есть под рукой, абсолютно любым наполнителем. После того, как мы наполнили носик, нам нужно это отверстие слегка стянуть. Стягиваем его вот таким образом, придавая носику овальную форму. Вот так мы слегка зафиксируем отверстие. Нос у нас должен иметь красивую овальную форму. И делаем закрепку. Смотрим симметричность носика. Если нам что-то не нравится, мы иголочкой аккуратно распределяем внутри наполнитель. Обрезаем нитку. У нас где-то около 5 сантиметров получился один носик, ширина 3, а который поменьше у нас 4,5 и ширина 2,5 в готовом виде. Носик у гномика должен быть очень красивым, аккуратным, симметричным, так как это очень важная деталь в образе гномика. Итак, бороду мы будем вырезать из меха. Направление ворса у нас вниз. Прикладываем, обрисовываем, вырезаем тоненькими ножничками, только чисто трикотажное полотно, не захватывая ворс. И точно так же мы вырезаем 2 кусочка для хвостиков. Это у нас для девочки. Нам необходимо сделать, у вас тут есть на выкройке вот такая линия сгиба. Мы должны согнуть центр и вот здесь проклеить клеем. И склеить вот такую полосочку. Это мы будем делать на хвостиках. Вот так вот соединим. Я воспользуюсь кристаллом. Очень удобный клей. Наносим полосочку клея с одной стороны и с другой стороны. И склеиваем. Обязательно мы это делаем очень аккуратно, чтобы ворс не приклеился. Отворачиваем и аккуратненько соединяем. Итак, друзья, сейчас мы будем декорировать гномика. Первое. Нам необходимо приклеить бороду. Или пришить, или приклеить. Бороду мы располагаем на теле гнома вот в таком положении. И приклеиваем на термоклей или на клей момент. Все-таки больше мне нравится клей момент, так как он эластичный. Поэтому я нанесу по периметру клей и приклею бороду на тело.
Итак, друзья, борода у нас приклеилась. Теперь мы будем пришивать носик, но перед тем, как его пришить, нам нужно определить место пришива. Для этого нам необходимо измерить длину туловища. У меня 27 сантиметров. Мы делим эту цифру пополам. У нас получается 13,5. 13,5. Вот на этом месте у нас должен быть пришит нос. То есть посередине. Делаю метку. И теперь при помощи резинки мы должны отметить эту линию пришива. Поверьте, я уже несколько раз пыталась пришить ровно. В данном случае очень это сложно сделать. Но при помощи резинки это все намного будет легче. Теперь нам необходимо на самом носике с изнаночной стороны отметить 2 меточки вот такими точками внизу и вверху. И теперь мы будем при помощи иглы длинной и двойной джинсовой нитки пришивать нос с изнаночной стороны, вернее со стороны спинки. Мы вводим иголку, вот я давайте вот над резинкой. Это у нас как бы центр. Теперь определяем носик, вводим иголочку в верхнюю отметку и выводим с противоположной стороны. И возвращаемся на спинку в исходное положение. И у нас носик пришивается ровненько. Вот такой лайфхак. Просто и легко. После того, как мы нос пришили сверху, мы возвращаемся под резинку. Здесь, соответственно, тоже. Делаем все то же самое, как и в первый раз. Проходим через метки и возвращаемся назад под резинку. Обрезаем иголку, убираем резинку, она нам уже не нужна, так как мы ее слегка пришили, мы ее просто разрежем и удалим. И при помощи узелка мы слегка подтягиваем и завязываем на узелок. Сначала вот так двойной мы делаем. И еще. Обязательно я фиксирую клеем узелок, чтобы он ни в коем случае не развязался. Все, нос пришит. Теперь мы можем расчесать бороду. И вот такой красавчик у нас получается. Конечно же, мы можем вытянуть вот здесь волосики в стороны. И с обратной стороны то же самое мы повторяем. Делаем ему такую причесочку уже. Вот такая уже у нас мордашка. Теперь мы будем пришивать руки. Давайте я вам расскажу, как мы это будем делать. Смотрите, нос у нас зафиксирован. Руки мы должны пришить чуть ниже носика. То есть уровень носа должен соответствовать уровню руки пришитой. Вот на этом расстоянии мы отмеряем это с двух сторон. Мы пришиваем руки. Вторую руку мы отмечаем, поставив гномика на поверхность. От низа мы измерили расстояние метки и перенесли ее на противоположную сторону и отметили меточкой. На самих ручках мы отмечаем уровень тоже пришивания рук
И, соответственно, не забываем, пальчик у нас смотрит на переднюю часть туловища. При помощи большой длинной иглы и в 4 сложения джинсовой нитки мы начнем пришивать руки. Мы это делаем аналогично носику. Заводим иголку со стороны спинки, выводим возле шва, вывели, определили правильную руку, вводим иглу с одной стороны и выводим с другой стороны. Если у вас получится обойти внутри руки проволочку, это будет очень хорошо. Пропускаем иголку сквозь руку. И на вот этом же расстоянии, где-то около 1,5 сантиметра, мы вот сюда вводим иглу. Выводим ее с обратной стороны на указанной метке. И, соответственно, мы делаем все то же самое на второй ручке. И возвращаемся в исходную позицию на спинку. Так, все, что у нас тут запуталось, мы поправляем, подтягиваем, обрезаем иголочку и затягиваем узелок. Сейчас мы берем, делаем двойной узелок, так 1 раз, 2 раз. Подтягиваем и опять узелок. Обязательно фиксируем клеем. Любым клеем вы можете это зафиксировать. Руки пришиты. Им можно придать форму. Они не должны торчать, они должны быть такие слегка изогнутые. Вот такая красота у нас получается. Мы займемся теперь девочкой. У девочки немножечко все проще, но тоже очень интересно. Измеряем длину тела. У меня 22 сантиметра. Определяем середину. Нос пришиваем вот в этом месте. Аналогично, как мы пришивали на гноме мальчике. Вот я пришила нос и руки. Хочу обратить ваше внимание, как выглядит и пропорция соотношения носа и руки. Получается, рука у нас немножко слегка выше уровня носа. Вот так выглядит девочка. После чего нам необходимо взять наши хвостики, естественно, изнаночной стороной к телу. Мы фиксируем хвостики при помощи клея, или их можно спокойно тоже пришить. Я буду пришивать. Итак, что у нас получилось? Я пришила хвостики таким же способом, как и ручки и носик. И теперь время пришло одевать шапку. Перед тем, как одеть шапку, мы ее вот так гармошкой сожмем. У нее появляются уже такие свои интересные изгибы. Одеваем. Натягиваем на носик. Смотрим, чтобы центральная часть шапки совпадала с центральной частью спинки. И вот в этом месте, где у нас соединяется подкладка с обтачкой, мы должны зафиксировать эту шапку при помощи термоклея. Вот такую капельку термоклея ставим и фиксируем шапку. Ждем, когда остынет клей. С передней части мне необходимо сделать вот здесь 2-3 точки фиксации
так как здесь у меня будет декор. При помощи иголки с ниткой я сделаю эту фиксацию. Итак, теперь нам нужно красивые складочки зафиксировать спереди. Сначала вручную. Тут у нас проволочка, поэтому нам нужно аккуратненько эту проволочку согнуть в том направлении, чтобы нас это устраивало. И, конечно же, термоклеем тоже подлезть прямо вот там, где у нас подкладка. Поставить буквально одну каплю клея термо и зафиксировать это место. Итак, друзья, вот так выглядит шапка на гномике. Сгибать мы ее можем в любое положение, и оно будет сохранять эту форму. Теперь вы можете этим всем играться. Также вы можете ее выровнять, и она будет тоже вот такая ровненькая. И согнуть, когда вам это захочется сделать. Конечно, в районе головы нам это делать нужно аккуратно, а уже где свободная у нас тут шапка, там можно вот прям гармошкой вот так раз и согнул. Теперь осталась нам окончательная фиксация, это на носике. Мы отодвигаем шапочку вверх. И можно термоклеем, можно клеем для страз. Я буду делать все-таки клеем для страз. Он более такой мягкий и приятный. Наношу вдоль носика клей и отворачиваю шапочку. Конечно же, мне нужно время, чтобы это все высохло. И наша девочка маленькая готова. Сзади нам нужно зафиксировать вот здесь, в районе центра, несколькими точками термоклея шапку. И все. Ручки мы не фиксируем. Ничего мы здесь уже не фиксируем. Вот такая красотка. Девочка у нас получилась. Все то же самое мы делаем с мальчиком. И у нас остался только один декор. Итак, для декора я буду делать вот такие золотые цветочки. Для этого нам необходима ткань золотая. У меня это плащевка. Она немножко тянется. При помощи иголки с ниткой мы проходим вдоль окружности и делаем сборку. Мы собрали, сделали закрепку, и теперь мы наполняем синтепоном или холофабером вот эту нашу заготовочку. Вот так выглядит наполненная заготовка. Теперь мы будем ее делать. Теперь мы будем делать утяжку. С изнаночной стороны вводим иголку, выводим обратно. И такое движение мы делаем несколько раз. До тех пор, пока у нас не будет вот такое углубление. Как только вы почувствуете, что оно уже держится, мы выводим иголку на лицевую сторону и делаем вот такие утяжки. В одну сторону подтянули и второй раз на этом же месте. Теперь делаем другую сторону. Выводим в точку центральную иголку, подтягиваем и второй раз проходимся. Опять возвращаемся в центр. Теперь эту половину мы делим на 3 части. Подтягиваем второй раз.
Итак, цветочек готов. Теперь мы серединку украсим полубусинкой серебряной. Для этого я воспользуюсь клеем для страз. Ставим вот такую каплю. И приклеиваем бусинку, полубусинку. После того, как клей высохнет, он становится прозрачный. Еще для декора понадобится нам маленький кусочек меха. Я порезала этот мех на вот такие маленькие квадратики, где-то 1 на 1. Нам таких квадратиков нужно 8 штучек. И теперь при помощи термоклея будем декорировать цветы. Мы приклеили кусочки меха на цветочек. И на самый большой я приклеила 2 кусочка меха. Вот такие заготовочки у нас получились. И сейчас мы приступим украшать шапку гномика. Итак, заранее определив местоположение цветов, мы их приклеиваем на термоклей. Ну вот и подошел к концу наш мастер-класс. Мастер-класс у меня назывался «Семья скандинавских гномиков». Шили мы только мальчика и девочку. Мама и папа у меня вот тут стоят на столе, смотрят. Конечно же, сейчас я буду их всех фотографировать. И обязательно всем вам покажу, как они выглядят вместе. У всех разные размеры. Они очень красивые, когда вместе. И надеюсь, что вам понравилась моя идея шапочки. Шапочка с эффектом памяти. И я надеюсь, что вы поделитесь моим видео, поставите лайки. Всем, кто еще не у меня в гостях на канале, я вас приглашаю в гости. Подписывайтесь, будьте моими друзьями, я буду очень-очень рада. Ну а что ж, я вам всем желаю много-много творчества, вдохновения. Будьте со мной. И я вас буду очень стараться радовать новыми своими интересными идеями. Так что в новом году будет много видео и будет очень интересно. Всем пока, спасибо за внимание, до новых встреч!